Всем привет! Меня зовут Лена, и вы на канале магазина kuga-самокат.ру, который является официальным дилером электросамокатов Kuga на территории России. И сегодня мы решили сделать обзор на электроскутер Ситикока Kuga C6 Pro. Как вы, возможно, знаете, наш магазин находится в Москве, и тестируем самокаты мы тоже в Москве. А автомобильный трафик у нас тут сумасшедший, и водители, скажем так, вежливостью не отличаются. Поэтому выезжать на автодороге на электротранспорте не очень-то хочется. Но и по тротуару на таком тоже особо не поездишь. К тому же затащить его в квартиру в многоэтажке крайне проблематично, а оставлять у подъезда без присмотра, честно говоря, попросту страшно. Поэтому такой громоздкий транспорт в Москве не особо пользуется популярностью. Но все же прогресс идет вперед и постепенно меняет мир. И в этом году, пусть и мало, но все же периодически я замечала скутеры Ситикока даже в Москве. А уж в регионах, если у вас есть собственный дом, где можно без опаски парковать транспорт, такие скутеры вообще должны быть очень удобны. Поэтому и мы решили идти в ногу со временем и все-таки взять на тест-драйв один из таких электроскутеров. И выбрали для начала отнюдь не самый маленький. Одно из главных достоинств Kuga C6 Pro – это мотор мощностью 3000 Вт с напряжением 60 вольт. Официальная инструкция к электроскутеру не содержит технической информации, поэтому о максимальной скорости продавцы могут только гадать. И каждый магазин пишет, кто во что горазд. Но сегодня мы обязательно замеряем скорость в реальных условиях, так что вы наконец-то узнаете настоящие точные цифры. Колеса, конечно же, надувные, диаметром около 18 дюймов, с очень мощной системой амортизации. Спереди телескопическая вилка, сзади рычажная подвеска с двумя пружинными амортизаторами, а-ля олдскульный байк. И рассчитана такая подвеска на вес гораздо больший, чем мой. Аккумулятор у C6 Pro находится под сидушкой. Открыв крышку ключом из комплекта, его можно легко извлечь и унести на зарядку в удобное для вас место. Но можно зарядить его и не извлекая из скутера. Для этого спереди есть специальный разъем. Емкость батареи 30 ампер-часов. Приблизительно на одном заряде вы сможете проехать около 60-70 километров. Если это вам покажется недостаточным, то под платформой для ног есть пустой отсек, предназначенный для дополнительного источника питания. Ведь максимальный пробег сильно зависит от стиля вашей езды, характера местности и нагрузки на скутер. Производитель, конечно, стандартно рассчитывает его с одним райдером. А конструкция этого электроскутера предусматривает то, что ездить вы можете не только в одиночку. На сиденье вполне могут уместиться сразу 2 человека. Для удобства пассажира форма багажника имеет полукруглую форму, комфортную для спины. На вилке заднего колеса для пассажира предусмотрены подножки, которые легко раскладываются одним нажатием. Общая грузоподъемность электроскутера достигает 200 кг. А сам он при этом весит 75 килограмм. Конечно же, такой вес нуждается в мощной системе торможения, поэтому на C6 Pro установлено 2 дисковых тормоза с гидравлическим приводом. Емкости для тормозной жидкости разместили рядом с рукоятками тормоза на руле. Тем самым не только добились легкого и удобного обслуживания, но и добавили интересную и яркую деталь дизайна. Так как Kuga C6 Pro уже фактически полноценный транспорт, предназначенный для автомобильных дорог, то и освещение у него должно быть соответствующим. Поэтому спереди на нем установлена большая фара белого цвета, которая имеет несколько режимов, условно соответствующих дневным ходовым огням, ближнему свету и дальнему свету. А если их включить и выключить несколько раз, то активируется режим стробоскопа.
И есть, конечно же, и поворотники. Спереди на стойке руля и сзади под багажником. По обеим сторонам руля устанавливаются зеркала заднего вида. Также на обеих сторонах руля есть кнопка звукового сигнала. И он очень громкий. Настолько, что на вас оборачиваются все пешеходы в радиусе 50 метров точно. Включается C6 Pro с помощью ключа. Вся необходимая информация о состоянии скутера выводится на большой цветной дисплей. Управление, так сказать, газом осуществляется с помощью поворотной ручки руля. При нажатии на любую из ручек тормоза питание с ручки газа пропадает, что обеспечивает дополнительную безопасность. Также питание отключается, если скутер стоит на подножке. Поэтому если вы захотите его откатить и случайно повернете ручку, он не уедет от вас в закат. С маленькими самокатами такое периодически случается. Ну что, с техническими характеристиками разобрались. Поехали кататься! Сразу хочется сказать про очень мощный мотор и очень хорошую динамику разгона. На светофоре вы реально можете уделывать большинство обычных тачек и обгонять их на старте. Наш оператор весом около 100 кг разогнался на нем до 64 км в час. А скутер нам привезли всего с 2 отделениями заряда батареи. На полном заряде результат должен быть еще на пару-тройку километров больше. Кстати, мы сняли этот ролик, проехали около 12 километров, но на дисплее так и осталось 2 деления батареи. При этом не скажу, что при такой мощности и скорости скутер резкий. При желании вы можете трогаться быстро, но слегка приноровившись, вы также легко можете ехать со скоростью пешехода и трогаться с места плавно. Ручка газа достаточно чувствительная. Электроскутер предсказуемо отзывается на управление, позволяя довольно четко контролировать скорость. В этом отношении управление очень комфортное. Гораздо сложнее мне было привыкнуть к нему в другом аспекте. Электроскутеры City Coco, то есть скутеры схожего форм-фактора с большими и широкими колесами, очень сильно отличаются по управляемости от электросамокатов. Особенно, если чаще вы катались стоя. Большие колеса делают его очень устойчивым, поэтому вписываться в повороты поначалу было тяжело и страшно. Если вы неопытный водитель, будьте внимательнее и не начинайте гонять, как только вы купили себе новую игрушку. На электросамокате мы обычно привыкаем легко поворачивать не крутя рулем, а наклоняя корпус тела вместе с самокатом. В инструкциях этому даже посвящено несколько картинок. Эталон такого управления G1 с высоким рулем и сильно выпуклыми колесами, поэтому на нем можно играючи лавировать между пешеходами, даже несмотря на то, что это не самый маленький самокат. Но за рулем Kuga C6 Pro я всем телом ощущала, что я управляю чем-то очень мощным и тяжелым. Центр тяжести расположен низко, сам скутер весит больше, чем я, а широкие и плоские колеса создают ощущение детской игрушки-неваляшки, то есть практически не дают наклонить его в сторону, чтобы лихо вписаться в крутой поворот. Проблема у меня была еще и от того, что в отличие от большинства изделий Kuga, C6 Pro прямо-таки рассчитан на больших и высоких людей. При удобном расположении на сидушке расстояние до руля было такое, что с прямой спиной я до него не доставала. Либо приходилось наклоняться, либо садиться на краешек сиденья, что сказывалось на комфорте и управлении. Обычно на самокатах, сидя, не знаешь, куда приткнуть ноги, и упираешься коленями в руль. Но Kuga C6 Pro – это тот редкий скутер, который прямо-таки идеально подходит большим людям. Места для ног более чем достаточно, руль широкий, посадка комфортная и вальяжная. И подвеска с большой нагрузкой работает гораздо лучше. Моего веса было совсем недостаточно, чтобы упругие задние амортизаторы хорошо отрабатывали, как бы я на нем ни прыгала.
Вместо плавного сжатия они сразу отскакивали вверх. Хотя на хорошей асфальтовой дороге в целом и этого мне было достаточно. Но при езде по кочкам в лесу у меня было ощущение, что я еду на КамАЗе, груженном дровами. Кстати, мне показалось, что крепление багажника у скутера слабовато. Во всяком случае, на неровностях он болтался и гремел. Работа амортизаторов под нашим оператором была более пружинистой, и даже багажник брякал меньше, из чего можно сделать вывод, что скутер ехал плавнее. Впрочем, и сам оператор высказал мнение, что подвеска для него вполне комфортна. Так что, если вы весите немного, то на C6 Pro вам лучше кататься с пассажиром. По тормозам никаких нареканий не было, рукоятки располагались комфортно, к тому же в случае необходимости их можно отрегулировать. Нажимались они легко, плавно притормозить не составляло труда, хотя в случае возникновения неожиданного препятствия скутер способен остановиться за пару-тройку метров. Вес скутера и широкие колеса обеспечивают хорошее сцепление с дорогой и минимальное скольжение по покрытию. Еще хочется отметить удобство расположения кнопок управления на руле. До всего можно легко дотянуться, не слишком отвлекая внимание от дороги. В зеркала заднего вида обзор вполне приемлемый, и они здорово облегчают движение. Но поворотники... Формально они тут, конечно, есть, но привлечь внимание автомобилистов в потоке, думаю, не способны. Уж слишком они небольшие и тусклые, и водитель позади должен вас внимательно разглядывать, чтобы обратить на них внимание. В общем, у нас в России, с нашей культурой вождения, я бы на таком скутере на дороге была предельно внимательной. Не все к вам будут относиться как к полноценному участнику дорожного движения. Особенно это касается густонаселенных городов с плотным потоком и частыми пробками. На тротуарах вам тоже вряд ли будут рады. Максимум, где стоит кататься, это в парковых зонах с широкими аллеями. Правовой статус электротранспорта до сих пор четко не определен и прорабатывается уже не 1 год. Но с новостями на эту тему лучше сделать отдельный ролик. А пока все же идеально было бы иметь такой электроскутер, если вы проживаете в частном доме в небольшом городе, где нет активного трафика. Плохих дорог он не испугается, поэтому на нем можно будет съездить и в магазин, и на речку, и к друзьям в соседний поселок. И если ваш рост от 180 и выше, то в отличие от большинства китайских скутеров, на Kuga C6 Pro вы будете сидеть с комфортом и достоинством, а не поджав колени и все равно упираясь ими в руль. Вы же, наверное, замечали, да? Как некоторые нелепо выглядят, катаясь на электросамокате сидя. Ставьте лайк этому видео, если понимаете, о чем я. Пишите в комментариях, если вам интересны обзоры не только на электросамокаты, но и на подобные скутеры. Подписывайтесь, чтобы всегда знать о новых роликах. Ну и, конечно, самое главное – берегите себя на дорогах. До скорых встреч!